Гутен так, дорогие друзья, здравствуйте! Приехала в свой огород, и у нас наступает медленно, но уверенно тепло, как мы его очень ждали. 2 недели была сумасшедшая холодина. 2 градуса ночью, днем и 8, и 10, и чуть-чуть больше. Мои укрытия стоят. Вот так я накрывала свои томаты. Посадила в открытый грунт уже где-то месяц назад. И вот сейчас с нетерпением буду открывать все эти укрытия, потому что томаты хотят солнца. Вот раннее утро, а солнце пробивается, и на улице становится заметно теплее. Приехала, и вот моя плитка говорит о гостях, которые у меня здесь были. Это следы кошки, наверное. Не знаю, кто здесь был. Птицы были точно. Вот сеткой накрыла клубнику, но клубничка валяется везде. Не знаю, как они пробрались, но следы, видите, клубника и следы. Так, что я буду снимать сейчас в первую очередь, это эти колпаки. Здесь растет салат, здесь растет всякая капуста, сельдерей, свекла. Все буду снимать и посмотрим, как они выглядят без колпаков. Друзья, какая классная все-таки эта штука. Эти колпаки, вот они у меня разные размером, разные качества. Ага. Друзья, какая все-таки классная штука эти колпаки. Они у меня тут вот разные размером, разного качества. Из китайского сайта вот такие прям тонкие. И в Швейцарии вот покупала такие большие, прям качество получше, плотные, поменьше. И там другой формы. Сняла колпаки. Посмотрите, какая классная рассада. Ничего не поедено. Все зелененькое, все ровненькое, красивое. Прям сижу и радуюсь. Вот этот фиолетовый салат. Это какой-то другой сорт. Вот 4. 3 вот еще дубовый. Капуста. Здесь, по-моему, брокколи. Видите, тоже все зеленое. Эти колпаки хорошо защищают и от ветра, и от дождя. Там создается такой микроклимат внутри, создает тепло. Ну и град у нас был. В нашем городе был град, не знаю, захватил ли он наш гартен здесь. Но, может, и захватил. Колпаки эти хорошо защищают. В общем, у кого еще нет таких, приобретайте, друзья, на следующий год. Пользуйтесь. Это, конечно, повозиться. Я тут не знаю, сколько, час или больше возилась. Каждое растение накрывала, крепила вот этими штырями. Но зато я сохранила свои растения. Там у меня тоже были под колпаками 3 мангольда. И высаживала прям, можно сказать, в самый холод. А вот, друзья, я не накрывала кабачки. И посмотрите, что с ними. Листья желтые, пожухли, померзли. Здесь кто-то откусил верхушку. Надо было мне укрыть. Я посмотрела у наших огородников, ничего не укрыто. Думаю, ну ладно, на удачу, так скажем. А вот удачи большой нет. Все-таки подмерзли растения. В следующий раз я и кабачки буду накрывать, тем более, что они бы поместились в эти крупные. Где они там, крупные у меня колпаки? Ну, оживут, конечно, оживут. Все будет с ними нормально, но факт тот, что накрывать очень классно. Свеклу я покупала, видели, в квадратиках, в кубиках таких, и там оказалось по 2 растения. Я отделяла и немножко, наверное, все-таки повредила корешки. Вот, думала, даже и не примется, но что-то идет. А здесь свекла вот какая прекрасная. А высаживала где-то вот такой, или может быть даже такой. И вот все принялось. За это время корневая система там окрепла, расширилась, укоренилась, все отлично. Бобы мои тоже подрастают, там был пробел, я досеяла и уже всходят. Лук-порей тоже не укрывала, и тоже, вот видите, немножко почувствовал он холод. Ну ничего,
Буду все накрывать. Все, друзья, теперь я уже на личном опыте убедилась, что это хорошая штука. Сельдерей тоже накрывала я. Так, капусту высаживала. Так, это у меня брокколи, по-моему. Раньше, где-то недели 2 назад, она тоже у меня сидела под колпаком, потом сняла. Вот. И там у меня тоже какая-то зелень, тоже не накрывала. Фенхель 2 штучки не накрывала тоже. В общем, а эту я, можно сказать, спасла. Такая погода, какая у нас была, это просто ужас. А вот под колпаками все растет и развивается очень замечательно. Сейчас приехала в свой огород, обед, встретила там итальянца, председателя нашего, что-то высаживал в теплицу. Загляну сейчас к нему, посмотрим вместе. Огороды наши сейчас начнут преображаться, потому что многие начнут высаживать уже всю основную культуру. Ну, а кто уже высадил, тот сам виноват. У нас какой холод был, вы не представляете, а кто-то и представляет, у вас тоже у многих был холод. Вот камбоджийцы что-то там еле-еле пробивается, огурцы кругами посеяли, но выглядят они не очень, не накрывали их, ничего. Перчик такой маленький, слабенький, желтенький, часто-часто посажен, видите, сантиметров 10. Томатики тоже маленькие. Очень маленький. А вот мой томат, который я им приносила, мечту Людмилы, тоже. Вот он какой, синий, синюшный. Палку прибили, вставили. Зато картофель у них зашел. Хозяйка говорит, муж мой посадил картофель. Я вообще-то не хотела столько много. Вот, а он посадил. С пробелом получилось. Говорит, хотела что-то более существенное. Картофель у нас обычно погибает от фитофтороза. У итальянца бобы уже тоже подросли, картофель тоже бушует. Он высадил тоже рассаду томатов вот в этом самодельном парнике, который он сделал своими руками. Там доску положил, чтобы никакие животные не забегали. Правильно, у нас тут кошечки бегают. Так, кто тут собирается что-то делать? Сейчас обеденная пауза. У нас шумные работы запрещены. Вот наш председатель. Что он тут делает? Какую-то сетку натягивает. Hallo, Andrea. Schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, was machst du so? Interessantes für Gurken. Ой, посмотрите, это, конечно, будет качество, квалитет, а? Вот, супер. Вот, натягивает, какой-то крючок там примастырил. Ага, сеточка. Eine Pflanze wirst du hier. Eine Pflanze wirst du. Ага, один огуречек вот. Ага. Ja, он говорит, я сделаю там удлинение, как-то уж потом когда-нибудь вместе увидим, потому что огурцы можно формировать, вот так вверх поднять и в сторону пустить. Совершенно верно. Хорошо будет. Was hast du in Gewächshaus gesetzt? О, томаты, видите, как я и говорила, томатики он высадил. И вот сколько еще куриного помета в гранулах рассыпал возле каждого томатика. Вот недавно вам показывала его рассаду, какая малюпусенькая. Вон там совсем еле пробивается. Но он надеется, что все будет в порядке. Я ему тоже говорю, что все подрастет, все будет хорошо. Есть и хорошая побольше рассада, там кустик совсем хороший, а здесь совсем маленькая. Ну, посмотрим. Вот и вот те горшочки, которые были вроде как совсем безжизненные. И баклажан, и огурец. И это тоже огурец. Вот, теперь будет... Ой, прям жарко сразу в этой теплице. Есть форточка, да, одна есть у него форточка. Так, ну, все, дорожка есть. Сколько он здесь посадил? 1, 2, 3, 4, 5, 10 с одной стороны и 15 с другой. И там еще, ну, в общем, штук 20, наверное, высадил, поместил.
А размер теплицы где-то 2,30 на 2,30. Такой квадратик. Много вместил. Не то, что я. У меня там сколько? 11 получилось. А у него вот 20 влезло. Ну, молодец. Натянет. Он такой, если делает, то уже делает. Медленно, но уверенно. Что-то там не складывается. Но ничего, повозится, сделает. Все, загляну к нему в ближайшее время. Покажу вам, как это будет выглядеть потом. А? Я веркомен. Да, у нас намечается канадский пикник с детьми. Каждый участок, каждый народ, каждая национальность принесет свою еду национальную. И вот там в нашем дачном ресторане, вот я вам сейчас покажу. Уже рассказывала, но, может, кто-то не видел. У меня много новеньких на канале. Спасибо всем, кто подписался, кто смотрит. Очень вам благодарна. Надеюсь, не подкачать. Так, ну, вот наш дачный ресторан, где есть закрытая такая терраса. Заходим, и здесь тень. О, хорошо. В жару здесь все прибегают сюда. Вот здесь будут вот эти столы расставляться как-то так. Побольше столов будут делать, стулья вот эти все расставлять. И выкладываться еда на столы. И каждый народ будет за свою еду отвечать, угощать. Я тоже приду с мужем и с внучкой, наверное. Сделаю салат, наверное, оливье. Думаю, так в прошлом году тоже приносила, всем зашел. Такая у нас поляна есть с газончиком. Ухаживают, стригут. Для детей детская площадка. В общем, тут нормально будет. Музыку проводят. Хорошо, весело. Проходят праздники обычно. Где-то тут домики наших кошек. Так, вот питье. А где-то еще стояли прям такие маленькие домики, где кошки могут ночевать. Не знаю, может, перенесли куда-то в другое место. Обычно вот здесь стояли такие, раз, два, где-то 5 домиков. И они там жили. У португальца тоже картошка поднялась. Какой вот чеснок сумасшедшего размера уже. Под зиму сажал, и он уже в марте был достаточно высокий. А сейчас уже все, наверное, уже можно убирать. Капусты насадил, лука. И вот там в теплице, видите, томаты. Там он выращивает свои томаты. Какие-то португальские. Крупные. Капуста кальраби. Уже с плодиками круглыми, хорошими. Так, вот француженка тоже высадила все. Томаты до похолодания. Потом такой холод. И они, конечно, и пожелтели, и посинели. И посохли, не знаю. Но отойдут, надеюсь. Молодежь наша, по-моему, португальцы, насколько я знаю, может, итальянцы, ну, в общем, какой-то национальности не местной. Видите, какие у них салаты. Зелено-фиолетовый вперемешку. Это как? Бывает такой гибрид, зеленый-фиолетовый растет. Половина зеленого, половина фиолетового. Красиво смотрится. Лук тоже подтянулся. Испанка каждый день приходит, у него такой перчик вот там маленький перед картофелем. Тоже бедный испытал холод, но надеюсь, что все оживет. И фасоль была замучена, сейчас уже даже позеленела. За несколько дней как-то уже и набралась цвета. Вот итальянец, он уже перец посадил, видите? Посадил и гранулы рассыпал от слизней. Это дело нужное. И капусту какую-то. Мне кажется, это совойская капуста. Там еще какой-то кабачок. Фасоль тоже такая маленькая-маленькая, но очухается. Салатов куча. Здесь редис. Мне кажется, редис. Тоже какие-то салатики. С этой стороны не видно, но
Здесь наша начальница Соня. Там вот бак стоит с зеленью, с органикой. Какие-то ветки убирала. У этого итальянца все тоже всегда чисто. Все без травинки. Вот у него много цветочка. Вот эту арку, она какая-то там железная, он сам делал, потому что в свое время работал на заводе. И вот сам сделал петушок, вот тоже железный. Такая замечательная арка. Она прослужит сотни лет. Ничего с ней не сделается. Петунья. Тоже горшок, видите, какой. Тоже металлический. Горшочки металлические, все металлическое. И вот какой тоже горшок, кашпо, тоже металлическое. Камни это новые он поставил. Камни и голуби вверху. Пионы еще эти не расцвели, ну и хорошо. Сейчас жара начнется. И вот у Джонни они уже в расцвете, в цвету. Ой, пахнет как, обожаю. А это белые у него, по-моему. Белые или розовые? Белые, мне кажется, тоже мощные такие, прям шарики большие, видите? Хорошие. Вот мой итальянец-сосед. Когда-нибудь прям подробно сниму. Никак я его не встречу. Спрошу разрешения и прям зайду, хорошенечко вам покажу. У него огород прям как образец для подражания. Вот как в искусственном интеллекте можно сделать огород. Такой у него получился. Прям идеальный. Все ровненько, все растет, зеленое. И вот, друзья, я теперь задумываюсь. Он высадил еще, не знаю, в начале апреля все. Помните, я вам показывала, что рано высадил. А ничего не рано. Все растет нормально. Поэтому вот в нашем климате можно рано высаживать все. А я вот в последний момент всю зелень, кабачки, салаты, фенхель. А у него вот какое уже все большое. А там капуста вообще лопухи большущие. Ну, покажу. А цукини, видите, уже с плодами. Вот плодики вижу. Вчера я сняла эти укрытия с томатов. Здесь еще камни не повыбирала, спешила, все сняла, чтобы томаты мои задышали. И пожалела сейчас, что не сняла вчера. Какие они были все красивые, зеленые, как солдатики стояли. Просто смотрелась очень красиво. Сегодня вот пришла, вот этот уже успела подвязать быстро, потому что он вот повалила его, свалился, он прям какой-то вялый. То холод, то жара, вот что ему не хватает, не знаю. Полить его, как-то он прям паник. Это сержант Пеппер, но он может и такой, конечно, и есть, но вид у него поникший. Здесь КАЗ-21, тоже был вид поникший, прям на земле лежали. И вот бутончики есть. Бутончики есть. Вчера вот такие красивые в каплях дождя были. Почему не сняла, вам не показала. Но сейчас тоже нормально выглядят. Все пережили здесь, на этой грядке, по крайней мере. Все нормально, холод пережили. Вот те томаты Сан-Марцано, которые Луиджи мне итальянец дал. Помните, в горшочке там было штук 5 или не знаю сколько. 6, наверное. 5-6. Я все вместе их впихнула прям туда, в землю. А теперь нужно оставлять какой-то один. И хорошие зеленые уже были, желтые какие-то слабенькие. И вот под укрытием там принялись, уже все ожили. Но не все так сказочно. Переходим на следующую грядку. Здесь печальная история, друзья. Вот моя печальная история. Вот что с томатом, видите? Полностью вся верхушка съедена слизнем каким-то. Это... Ой, что тут даже уже непонятно. У меня многие этикетки прям уже даже не видно. Ну, какой-то алматинский... Ну, в общем, здесь алифировцы.
Ну, не знаю, не буду оставлять, я уже посажу мой резервный, другой сорт, мечту Людмилы, что ли, у меня есть резервный, посажу сюда. Потому что пока он очухается, будет потом отставать в развитии. Здесь есть такие предпосылки, что пустит еще какие-то побеги, пасынки, но не хочется мне уже. И вот чудо земли, тоже без верхушки, пасынок пустил, не знаю, оставить или нет, напишите мне в комментариях. У меня есть хорошая рассада, можно туда впихнуть нормальную, чем ждать, пока этот очухается. Ну, в основном тут вот на этой грядке все нормально. Здесь 2 томата съедены. Этот томат синюшный. Там более-менее все нормально. Здесь тоже. Идем дальше на эту грядку. Вот, тайга. Скажите, это уже безнадежно? Мне кажется, он замер в развитии. Вот такой синий-черный томатик. Наверное, тоже толку с него не будет. И медная река. Вот они зеленоплодные. Тоже какие-то не сильно хорошо, наверное, переносят холод. Совсем вот маленький-маленький. Где-то у меня еще съеденные. Вот здесь был съеден ужин контандина. Видите, все погрызли. Пасынок есть. Ну, оставлять или нет, даже не знаю. Может, и оставлю. Напишите, друзья, что сделать. Или нормальный, хороший уже томат посадить. Или ждать, пока этот очухается. У меня, конечно, он один. Ужин контандина. Вот какой остался. Другого у меня нет ужина. Хотелось бы попробовать и этот сорт, но теперь не знаю. Так, ну вот так, если со стороны. Я вчера убрала, ну вот кирпичи эти остались еще. И успела почипать травку, потому что эта грядка была очень заросшая. Вот сосед мой сделал все, дорожку такую уложил щепкой. Там геотекстиль. И прибил даже на вот эту границу, на плиту, чтобы его сорняк не переходил ко мне, типа, ну, через землю он-то перейдет, и уже давно перешел. Вот грядки опять зарастают, куда от этого деться, и там тоже зарастает. Ну, хоть сделал, теперь уже поменьше будет сорняка, мне теперь эти, наверное, грядки нужно будет накрывать со временем, чтобы сорняк как-то уже уничтожить. Потому что корни остаются. И сейчас покажу вам перец. Кто-то написал мне, что он хлорозит. Да, немножко листья такие вот беленькие какие-то. Но это и от холода, видите, не получал он достаточно питательных веществ во время холода, хотя этот парничок создавал здесь немного тепло. Я довольна, что накрыла, и пусть он так пока и постоит. Немножко уже цвет набирает зеленый, но такой еще пока перчик не очень ожил. А баклажаны там в конце совсем слабенькие, 2 было больших у меня, остальные все малыши. Ну, думаю, отойдет все. На этой грядке, что у меня было? А, вот потеря моя тоже. Видите? Не знаю, уберу, наверное. Зачем я буду ждать? Что это за сорт? Видно здесь задница обезьяны. Ну, в принципе, неплохой. Я в прошлом году выращивала этот сорт. Может, и заменю. Попробовала в прошлом году. То будет долго расти. Вот тот, что я купила на фермерском дворе. Бернская роза. Максим, привет. Он мне посоветовал купить какую-нибудь покупную, посадить какую-нибудь покупную рассаду. Вот я посадила. Где-то закопала сантиметров на 15, потому что был очень большой. Бутончики тоже есть. Посмотрим. Он, конечно, помощнее был, чем мои, но мне кажется, уже даже и сравниваются. У меня есть тоже нормальные, такие уже почти не отличаются. Вот вчерашняя капуста. Вчера еще выглядело все получше. Сегодня под солнцем уже другой
вид. Салаты хороши. Вот эти кучерявые. Наверное, уже поливать надо. Вроде кажется, и земля такая мокрая. Но здесь были, вот здесь были укрытия, да, и укрытия достаточно плотные. Мне кажется, эти грядки не сильно получили влаги. Сейчас пару дней буду поливать опять. Поливать. Жара. Так, что это тут поникшее? Уже подвязывать все надо. Тоже какой-то верхушки нет. Да, нет верхушки, но есть пасынок. Но этот еще можно оставить. Пасынков много. Пасынковать нужно, подвязывать. Вот здесь я посадила еще лук. Вот тот крупный, который я купила в Германии. Напишу вам, как он называется. Прям заявка такая, больше килограмма с одной луковицы. Вот я посадила между томатами несколько, тут сколько, не знаю, штук 8-10. Ну, посмотрим, вырастет он такой большой или нет. Хочется хоть немножко. Ну и вот покажу. Не пугайтесь. Ну, уже под дождем, под холодом я не обрабатывала эту грядку. Это морковь. Вот первый раз у меня за 3 или 4 года зашло немного моркови. Немножко. Но пробивается. В ленте сеяла, вернее, уже выкладывала в землю. Немножко пошел. Здесь кусочек этот совсем земля плохая. Поэтому всходила морковь, наверное, очень плохо. Мне предстоит этот, вот здесь немножко, этот участок постепенно заполнять органикой. Так, здесь брюссельскую капусту втулила. Заполнять органикой, чтобы сделать почву плодородной. Здесь кусочек у меня совсем плохой. Бобы. Вот. Вот. Сюда вправо посмотришь. Красота у соседа. Прям вдохновляет. Молодец. Вот комплимент. Вот эти цукини какие уже большие. Молодец, умница. И все ровненько, все так аккуратно. Фенхель вот колосится как. Ой, жарко. Здесь бахча. У меня будет такая грядка. Высажу дня через 2, когда у меня время будет, может завтра даже. Сейчас на работу опять бежать. Ну так, по чуть-чуть огород мой тоже преображается. Уберу этот камень, все уберу. Сейчас покажу быстро, какие у меня тут томаты. Тоже вот в теплице, ему уже здесь жарко. Вот мои томаты, которые резервные. Я еще Джонни обещала пару томатов, Даниэлю обещала. А то они тут уже все стоят никакие. Вот такой томатик с бутончиками. Надо поливать. Вчера поливала каждый день, потому что тут в теплице жара. Вот этот, ну, все-таки думаю, что это огурец, друзья. Это огурцы, наверное. Не кабачок тот, что я думала, итальянский. Похоже больше на огурцы. Но если отщипнуть, иногда прямо огурцом пахнет. Не знаю, не пахнет. Понюхала. Вот эти пересеяла. Не взошло у меня с прошлого посева. Когда я где-то в апреле посеяла, ничего не было. Сейчас опять надо снять. Я просто место это обозначила. О, походу всходит. Походу всходит. О, надо хорошо поливать, не забывать. Это типа брокколи или что-то. Не знаю, как этот овощ называется. Будем вместе наблюдать с вами. Такие шарики, как водоросли, напоминают. Красивые. Написано штенгелькол. Я прочитала, похоже на брокколи или даже на брюссельскую капусту. Вот эти вот шарики похожи в искусственном интеллекте. Ну, посмотрим, сколько у меня этого огурца. Вот сейчас жара, все подвяло. И так, а вот этот хиленький почему-то. Короче, надо здесь уборкой заниматься. Но сначала все распределить, все пораздавать. В сердечной грядке. Что у меня тут, как дела? Некоторые томаты хороши. Я здесь, друзья, вот они были чахлые, вам показывала, жаловалась, что как-то плохо здесь томаты развиваются в этом парничке. И я подсыпала немножко микоризы возле каждого кустика. И мне кажется, чуть-чуть очухиваются. Вот этот был маленький-маленький.
Синюшный чуть-чуть ожил. Вот этот хорошо пошел. И вот тот, который заболел черной ножкой, я его опять воткнула в землю, и он, скорее всего, пустил корешки. И уже нормально. Древнее сердце аквитерми. Ну, даже бутончики там намечаются, но вот такой маленький он. Вот тоже синюшный. Ну, какие-то синюшные, что ли. Холодно здесь было, не пойму. А здесь нормальные. Возле входа нормальные. Да нет, там получше. Ну, не знаю, может, от сорта тоже зависит. Вот что он такой синий. Бычье сердце английское. А здесь что? Ананасное бычье сердце. А здесь бычье сердце черное. Ну, может быть, они темные. Ну, какие-то некрасивые. Вот здесь совсем по-другому. Ой, скоро цветут. Цвести начнут. Вот они, бутончики. Жду не дождусь, уже пора. Под сливой, вот моя слива, я уже тут и эти вьюнки, бегунки, или как они там, волчки называются, я их чуть-чуть подобрезала. Не знаю, можно это или нет, когда есть уже сливы. Вот висят слив. В этом году более-менее завязала нормально. И вот эта грядка с гномами была тоже под укрытием. Здесь будет тень, вот сейчас даже видно, что это тень. Ну вот они как выглядят, маленькие. Маленькие. Там где-то тоже слизень сел в верхушку, но пускает. Огурцы, надо огурцы тоже снимать. Так, у меня что там творится? Сейчас начались деньки, надо уборкой заниматься. Вот, я их накрывала тут пленкой, огурцы. Пережили они холод. Надо снять, пусть солнце получают. Так, там какой-то вялый. И здесь вот гномики. Тоже малюпусенькие, но зеленые. Вот. Все, друзья, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Желаю вам хорошего настроения, хорошей погоды и приятных работ в огороде. Пока-пока.